с мужем съездили на Мадейру в декабре 2024 года. В этом видео я вас не хочу душить никакими фактами о острове и вообще Португалии. Просто давайте посмотрим природу. Первая локация – пляж с черным песком, называется Сетубал. Интересно, что на материке есть город с одноименным названием. Там большой рыбный рынок. А мы едем в следующий день и в новую локацию на Ливаду. Проезжая вот такой старичок-туннель, хочется вам рассказать, что на самом деле Мадейра соединена огромной сетью туннелей, и из одной части острова в другой довольно быстро добираешься, но и остались еще вот такие представители, было любопытно здесь проехать. Вторая половина декабря. На Мадейре периодически идут дожди день через день. Иногда погода меняется в течение одного дня. И мы посетили поэтому всего только одну Ливаду. Вот дерево, вон, видишь? Угу. Там мало цветов, но он здесь. Либо это ветер так шумит, либо водопад. Ну, может и ветер, на самом деле. Да, может и ветер. Вот, знаешь, я еще понял, в чем здесь отличие. Здесь ветер теплый. Конечно, одна из причин – это грязь. Естественно, идут дожди, поэтому куда без нее. Вторая, если вы интересовались Мадейрой, вы, скорее всего, тоже видели какие-то видео, где такой цветущий остров. И вот вторая половина декабря – это не совсем то время, что соответствует этим картинкам. Наверное, лучше сюда стоит приехать весной, чтобы насладиться наибольшим цветом. Когда мы закончили наш небольшой поход, начался дождь, и он продолжался и переставал еще долго-долго время в этот день. Мы едем дальше. В один из дней, конечно же, мы заглянули в Фуншал, посмотрели, как выглядит главный город этого острова, сходили на туристический рынок, ничего не купили, погуляли немножко по Фуншалу. Город действительно очень чистый, очень сильно отличается от материка. Это совсем другая Португалия. Побывав в Фуншале, вы не побываете в Португалии, они не похожи. Тем не менее, город очень понравился, симпатичный, но когда выезжаешь за его пределы, ты видишь очень сильный контраст. Поэтому, если вам нравится жизнь в городе, может быть, Мадейра не совсем для вас, если вы не собираетесь жить в Фуншале. My appetite, don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby.
Выезжаем за пределы Фуншала, и картинка постепенно сменяется. Заканчиваются такие дома классические, да, для города. И начинаются банановые плантации, одноэтажные, двухэтажные домики, такой немножко деревенский вайб, природа, холмы. А сейчас, дамы и господа, на ваших экранах взлетная полоса, ее часть. Мы ехали на восток острова, но, к сожалению, в этот день и несколько еще следующих была вот такая погода. Поэтому было решено вернуться назад в Фуншал и сходить в ботанический сад. И сейчас я чуть-чуть его покажу вам. Чуть-чуть. В основном здесь представлены тропические растения и какие-то околотропические кактусы. То, что, наверное, для нас как-то является более таким диковинным, наверное, это интересно посмотреть. Но дело в том, что мы прожили несколько лет в Азии, и, конечно, уже нет такого вау-эффекта, но в целом очень приятное место. Утро следующего дня мы вышли на побережье и увидели вот эту прекрасную дымку, поняли, что опять не заладилось с нашим походом, поэтому поехали в не менее интересную локацию, вот сюда. Наш вагончик уезжает наверх, и, знаете, наверное, дальше я говорить особо ничего не хочу. Просто посмотрите, несмотря на сегодняшнее состояние неба, эту дымку, это место, мне кажется, ничем не испортить. Наверное, вы тоже успели заметить, что на видео присутствуют какие-то домики. Мне стало любопытно, поэтому на обратном пути решила пройти через них. Честно сказать, это выглядит как дача какая-то, но много из них заброшены. В одном я видела человека, у кого-то что-то растет. В общем, такое какое-то интересное местечко. Хотели бы такую дачу? Кажется, погода наладилась, поэтому делаем еще одну попытку и едем снова на восток Мадейры на пешеходную тропу. Это, пожалуй, одна из самых фотографируемых локаций Мадейры.
пошел дождь. Решили сваливать, потому что уже грязно по пояс. Можно спуститься по воде. Декабрь не лучший месяц для Мадейры. Сейчас хочется сказать себе, ну что же так пессимистично? На следующий день все стало лучше. Посмотрите, какие виды. Не все так плохо, но в моменте, конечно, печалит, когда ты уже себе запланировал какие-то классные локации. А сейчас бонус. Этот день мы провели, катаясь из локации в локацию, смотрели какие-то видовые точки. И это еще одна. Сюда легко добраться, неплохой вид, но опять же набежали тучки облачка. Может быть, была не самая красивая картинка, но тем не менее мы тоже заехали. Немного спускаемся ниже и видим очередной контраст Мадейры, как ненастье сменилось очень солнечной погодой. Сосны поменялись на пальмы. Это Мадейра. Мы жили на окраине поселка Понту-до-Сол, находится на юго-западе острова. Но в сам центр мы приехали уже под конец. Оказалось, здесь живут очень милые утки. И в целом симпатично. Поэтому, если будете, заезжайте, посмотрите. Мы были как раз перед Рождеством. Поэтому вот такие вот здесь локации зимние вы видите. Интересно, вы поверите, если я вам скажу, что предыдущий кадр и этот сняты в один день с разницей в несколько часов? Действительно, это так. Уже под конец нашей поездки все-таки решили закрыть гештальт и съездить в Лавровый лес, потому что первый раз мы его увидели в солнечную погоду. Вам был там в начале маленький спойлер. И в этот раз мы поехали вот в такую, делать те самые фотографии. Не знаю, всегда ли именно так это ощущается, но на самом деле в реальности это даже немного страшновато было. Кажется, не очень безопасно ехать. Может быть, мы паникеры, но такой был боковой ветер, достаточно сильный и очень холодно. Заканчивается наше путешествие. Выезжаем мы из Лаврового леса. И спускаясь ниже, появляются, уже видите, какие-то просветы. И даже виднеется солнце. Но то, что мы увидим сейчас, было совсем неожиданно. Нас здесь встретил вот такой закат. Это было очень красиво. Наверное, был единственный закат, который мы увидели в этот приезд. И он как раз был в финале путешествия. Вот такой мы получили подарок от Мадейры. Нам пора двигаться дальше. Желаем вам отличных путешествий. До новых встреч. Пока-пока.